Так, платье прогладила. Теперь нам нужно вязать внутреннюю юбку, нижнюю юбку. Естественно, мне кажется, вот этот цвет в принципе тоже подойдет, очень даже неплохо смотрится. Но так как у нашей куколки перчатки синего цвета, это получится совсем не то. Поэтому я, скорее всего, свяжу вот из синей пряжи нижнюю юбку. Вот так будет смотреться. И тогда и синие перчатки как бы к делу подойдет. Ну все, начинаем вязать. Так, начинаем вязать нижнюю юбку с цепочки из воздушных петель. Количество петель я вам не скажу. Главное, что вот эта цепочка, она проходила, сейчас покажу, чтобы она была чуть больше объема бедер, чтобы проходила через ноги, так как мы через ноги будем одевать эту юбку. Так. Я даже не считаю. Смотрим. Еще парочку, тройку петель. Один, два, три. Давайте 4. Мы все равно сюда резинку оденем потом. Соединяем в кольцо вот эту цепочку. Соединительным столбиком. Все, соединили. Далее вяжем 2 воздушные петли, это петли подъема, и еще одну петлю, и вяжем в каждую петлю по одному столбику с накида. Когда будем вязать, вот этот вот хвостик тоже провязываем вместе. Так, с накида. И 2 воздушные петли. Опять столбик без накида. Конечно, столбик с накидом. Петля. И опять 2 воздушные петли. Продолжаем вязать по этому рисунку. То есть в каждую петлю мы здесь не пропускаем ничего. В каждую петлю вяжем по одному столбику с накидом. А между ними 2 воздушные петли. Давайте самостоятельно довяжем до конца ряда и встретимся. Так, довязали. Вяжем последний столбик с накидом. Две воздушные петли. И цепляемся за первые петли подъема. Соединительный столбик. Опять вяжем 2 воздушные петли, это петли подъема. И смотрите, в каждую арку, вот в эту, вяжем по 5 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5. В одну арку связали, вяжем в другую арку, тоже 5 столбиков с накидом. Вяжем по кругу до конца ряда. И здесь встречаемся. Так, ряд довязали. Соединяемся с началом ряда соединительным столбиком. Опять вяжем 2 воздушные петли, это петли подъема.
И начиная с этого ряда вяжем в каждую петлю по Ну, одному конечно, столбику столбики без с накида, накидом. без прибавок, без убавок. Вяжем столько рядов, сколько вам нужно. То есть, в принципе, нам нужно, чтобы длина этой юбки закрывала носочки куколки. Сейчас скажу, сколько рядов вот у этой юбки. Я связала 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 рядов. Ну, в принципе, скорее всего, здесь тоже 10 рядов, но вы посмотрите сами, какая длина вам подойдет. Периодически примеряйте юбку. Ну да, где-то 10 рядов, и у нас юбка будет хорошей длины. Давайте самостоятельно довяжем до нужной длины и встретимся с вами. Так, смотрите, давайте оденем резиночку на нашу юбку, чтобы она не спадала с нашей принцессы. Берем обычную резинку, если у вас есть тоненькая, берите тоненькую. И примеряем наши бедра и талия. Вот надо, чтобы на талии было, ну вот, минимальное натяжение было. Вот такой размерчик у меня будет. Берем булавку и проходим через эти перекладины. Вот таким образом. Если у вас резинка есть под цвет пряжи, конечно же, берите под цвет пряжи. Хотя ее не будет видно. Давайте пройдемся вот так вот через эти перекладины и встретимся. Так, резинку провели через все перекладины. Теперь мы просто соединяем оба конца. Складываем так друг к другу и зашиваем. Давайте самостоятельно зашьем и встретимся. Так, зашили. Теперь выпрямляем резинку. Вот у нас такая юбочка на резинке получилась. Давайте примерим. Вот какая у нас пышная юбочка. Как видим, длина тоже уже достаточно. Даже можно, чтобы немножко выглядывали носки обуви. Все, здесь последняя петля. Делаем соединительный столбик. Нить закрепляем и отрезаем. Хвостик прячем. Потом отрежем хвостик. Вот смотрите, что получается у нас с верхней юбкой. Вот такая красота.
Я вот думаю, делать здесь маленькие рукавчики или оставить такое декольте. Пока оставлю. Напишите мне в комментарии, как лучше. В любом случае мы потом можем добавить, если у вас будет желание делать такие маленькие рукавчики, то мы можем добавить. Жду ваши комментарии, напишите. Пока оставлю так. Вопрос, как украсить наше платье. Смотрите, можем сделать на груди вот такие перекладины. Сейчас покажу, как это смотрится. Девочка у нас будет без нижней юбки, но хотя оденем и нижнюю юбку. Вот смотрите, такое платье. И идут такие перекладины горизонтальные. Вот помните, мы вот здесь вязали вот такой клин. Вот начиная с середины этого клина поднимаемся и делаем сколько? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 перекладин. То есть просто можно крючком одевать, отсюда вытащить, сюда втащить. И с изнаночной стороны вытащить сюда до сюда. Постепенно уменьшаем. Вот получится такое платье красивое. Но я думаю, что у нас же принцесса, поэтому, наверное, на красном платье я сделаю что-то такое королевское. Сейчас подумаю и покажу вам.